Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Григорий, и вы на канале Gregorian Play. Добро пожаловать на новую рубрику гайды и фишки в игре Ark Survival Ascended. Давайте сначала определимся с названием регионов данной карты, чтобы нам было лучше ориентироваться по ней. Вот они, самые основные локации на острове, чтобы узнать, в какой локации находится тот или иной ресурс. Пункт номер 1. Ресурсы и их спавн, способ добычи. Начнем с металла. В основном металл спавнится на горных вершинах и в скалистой местности. Металл спавнится на далеком пике, вулкане, там его больше всего, в некоторых областях южных джунглей, на острове Травоядных и на всей территории снежного биома. Чем можно добыть металл? Лучше всего использовать анкилозавра, прокачанного только в урон. Тогда он будет добывать больше металла. Также, чтобы повысить эффективность добычи, вы можете поставить самку и самца поблизости. Тогда появятся бафы разнополости, которые повысят урон на 33%. Если вы не хотите на этом останавливаться, то баф Ютирануса повысит урон атаки еще на 25%. Другие способы добычи металла. Используйте дробилку, чтобы передробить ненужные вам вещи. С некоторых вещей может в какой-то степени выпасть немного металла, если вы его не хотите добывать вручную. Также вы можете взять какую-нибудь, к примеру, металлическую постройку и сломать ее. Из нее тоже выпадет небольшое количество металла. Также металл выпадает с камней в меньшем количестве, чем с металлических жил. Металл можно добывать киркой. Чем лучше качество кирки, тем быстрее скорость вашего фарма металла. Количество получаемых ресурсов от этого не увеличивается. Второе. Кристалл. Основные места спавна кристаллов — это горы. Спавнится в локациях вулкан, снежная гора, снежный пик, центральная гора, секвойные леса и в северно-западной окраине снежного биома. Кристалл также есть под водой, их лучше фармить дунклеостеем, а на суше лучше всего фармить анкилозавром или киркой. Третье. Обсидиан. Обсидиан спавнится на горных вершинах, так же как и кристаллы, но под водой его нет. Места спавна вулкан, центральная гора в секвойном биоме, далекий пик, холодный зуб, снежный биом. Его также лучше всего фармить анкилозавром или киркой. Четвертое. Полимер. Органический полимер — это в основном пингвины, из которых он выпадает. Спавнятся они на северо-западной части карты, на ледниках и берегах снежного биома. Убивайте кайруку и с помощью дубинки фармите много полимера. Также можно использовать пелагорнисы или мосхопсы. Они тоже немного собирают органический полимер. Полимер можно создать в станке из обсидиана и цементной пасты. Пятое. Нефть. Гигантские тонны нефти на карте остров находятся под водой, а в малых количествах на горных вершинах снежного биома, а также на его берегах. Дунклеостей хорошо фармит нефть. Вы также можете убивать базилозавров, с которых довольно много выпадает нефти. Из трилобитов тоже можно собрать нефть, а также черный жемчуг, но только в очень малом количестве. Шестое. Черный жемчуг. Самый ценный ресурс для создания тег-технологий, которые не так уж и просто получить. Черный жемчуг не спавнится в открытом доступе. Чтобы его получить, нужно убить альфа Тусатеутиса или можно убивать обычных Тусатеутисов. Также черный жемчуг может выпасть из альфа Мозазавра. А также можно убить Эвриоптерида или Аммонита, но с них он выпадает намного меньше. Седьмое. Цементная паста. Хатки бобров вы можете найти вот на этих отмеченных местах. Цементную пасту можно создать в химическом столе или в ступке и пестик. Также вырабатывают ахатина. Цементную пасту можно получить, раздробив какие-либо предметы в дробилке. И есть одно существо, которое собирает цементную пасту. Это жаба. Она собирает ее с насекомых. Восьмое. Белый жемчуг. Спавнится под водой. Фармится руками или удильщиком. Наиболее эффективный способ фармить удильщиком. Он больше всего собирает жемчуг. Из трилобитов также выпадает белый жемчуг. Вы можете найти его в хатках бобров. Девятое. Мед. На карте изображены спавны ульев, чтобы из них добыть мед или же притомить королеву пчел. Десятое. Спавны растений X. 11. Древесный сок. Чтобы добыть древесный сок, вы должны поставить специальные краны, которые его будут собирать. Лучше всего соорудить, конечно же, платформу для дерева, поставить в дерево хотя бы 4 трубы,
И лучше всего, конечно же, там поставить кровать, чтобы, если что, там спавниться и собирать этот древесный сок. Но это уже как вам удобно. 11. Хитин. Хитин лучше всего собирать в пещере артефакта неуязвимости, но вы должны с собой иметь противогаз и мегатерии. На мегатерии убивайте насекомых и фармите миллион хитина. 12. Ягоды и солом. По моему мнению и данным приложению Dododex, бронтозавр является лучшим добытчиком ягод и солом. 13. Дерево. Кастороиды сфармить дерево лучше всех, но также можно использовать резину для добычи дерева. 14. Фарм мяса. Лучше и проще всего добывать мясо на кархе. Больше динозавров можно найти на окраине снежного биома. Чем больше животных, тем больше мяса. Тем более у карха есть баф на скорость и восстановление хп. Пункт номер 2. Заметки исследователя и досье. Перед вами представлена карта спавна заметок. По этой карте вы можете ориентироваться и искать заметки первопроходцев, если вы хотите их коллекционировать, а также получить за них плюс 10, если я не ошибаюсь, максимального уровня выжившего. На этом все, мое видео подошло к концу. Надеюсь, это видео для вас было очень полезным. Может, вы узнали для себя что-то новое. Вы можете использовать это видео как подсказку, если вдруг забыли, где спавнится тот или иной ресурс. А также, если вы ищете записки первопроходца. Ну а так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Григорий. Всем удачи, мира и добра.